Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Это прямой эфир. Семен Уралов на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Здравствуйте, уважаемые зрители. Александр, приветствую. Друзья, это прямой эфир. Это означает, что максимальное общение с вами. Поэтому, если ничем не задеты в это обеденное время, то айда в комментарии. В сообществе YouTube есть у нас уже возможность оставлять вопросы. Также вопросы принимаются в клубе зрителей Шелеста, частный телеграм-канал. Конечно и естественно, мы с большим удовольствием... О, да, тут у нас куча разных, так сказать, источников. Немножко я сбился. Многостаночники мы. Ну так, понимаете, как вот это там... Я вот поражаюсь постоянно этим китайским этим блогерам, которые что-то продают. Видели эти массовые видео? У них, у них вот это... 5 телефонов, еще какая-то панель, и они вот это показывают товары, да, друзья? В общем, здесь приходится точно так же делать, чтобы все-таки обойти вот эти все ограничения интернета. Их тоже коснемся немножко позже сегодня в нашей беседе. А вас, да, голосуйте, пожалуйста, в вопросе, в конце подведем итоги, а потом будем приступать к вашим вопросам, которые вы оставите и заблаговременно, и по QR-коду, и без QR-кода, и просто в чате, но в самом конце. Поэтому досмотрите эфир до конца. Опрос сегодня звучит следующим образом. Какими могут быть новые условия Кремля? Ну и как бы исключительно в порядке фантазий. Да, что-то было озвучено до, что-то озвучено промежуточным образом, о чем-то говорил, собственно, Песков сегодня, в том числе. В общем, что может быть нового, да, или там что конкретно выдвинется на первый план? Варианты. Смена Зеленского и выборы в России, имеется в виду, что проведение украинских выборов в России, просто длинный текст не вместился, то есть украинские граждане голосуют на территории России. Значит, второй вариант. Коридор до Приднестровья. Ну, то есть, нет, это никаким образом не Одесская область полностью под контролем, а просто какой-то коридор. Ну, вот когда, помните, Армения, Азербайджан, вот это вот все они там ходили-рядили, а что-то как. А вот хотим к Приднестровью быть ближе, поэтому давайте, как выделенная линия, полоса, вперед из песней. Ну, вот как в порядке фантазии. Вывод ВСУ из Херсона и Запорожья, ну, типа, конституционная же территория, вот давайте уходите сами. И еще один вариант — это остановка мобилизации и разгон с осуждением, возможно, да, преступлений ТЦК. Тут как бы и народ сразу расправит плечи, потому что народ загнан вот этими случаями, и, соответственно, как бы демилитаризация сама по себе сложится. Опять-таки, исключительно фантазия. Пишите свои варианты, что может быть в новых условиях. Предлагаю проголосовать за это, но, в общем-то, свои варианты тоже принимаются. Что меня натолкнуло на это? Разговор на Совбезе ООН Мельника от Украины и Небензи от России. Небензи четко сказал, совсем скоро некие новые условия. Мельник сказал, что пошли вон со своей историей, Киев 1000 лет стоял, еще 1000 простоит, и когда у нас тут была цивилизация, Европа, европейское государство, в Москве лягушки квакали. Ну, такая традиционный заход с украинской стороны. Поэтому, в общем-то, пошли вон. Как это? Закончен бал, погасли свечи, бери Шинель, пошли домой. И как бы, мол, проваливайте, россияне, от нас, от украинцев. Вот так и поговорили. Но вопрос-то остался. Ведь это уже не первый раз Россия говорит, что будут некие условия следующие. Какими они могут быть, на ваш взгляд? Надо еще добавить перечисленными вам пунктам, конечно же, статус русского языка и прекращение, ну, скажем так, унижения людей русской культуры внутри самой постукраины и, конечно же, прекращение, не просто прекращение, а там выплата компенсации должно быть и публичные извинения перед православной церковью. Но это как минимум два. Еще я напоминаю, в ходе, так сказать, курса лекций по общей нашей истории напоминали про историческую память. То есть там вопросов это то, что на уровне риторики объединено под общим, так сказать, зонтичным брендом, назовем языком маркетологов, да, зонтичным брендом денацификация, это вот все, что сюда включается. А вот те пункты, которые перечислили вы, ну вот смотрите, ну вот когда Украина была в относительно нормальном состоянии, это до 2004 года, ну все эти факторы
так или иначе и так были гарантированы России. Свободные движения в Приднестровье. Ну, все летали. Я сам уже уже в посткризисное, то есть вот это десятилетие. Но, тем не менее, рейс Москва-Одесса, там было огромное количество приднестровцев и тех, кто к родне летал. И там сразу прям встречали в аэропорту Одесском тебя на приднестровских номерах. Меня, кстати, я пару раз был на конференциях. В общем-то, даже такие полуадминистративные машины встречали. Ну, там же не признанная республика, да? Но у нее, тем не менее, есть свой там МИД и профильные министерства. И они спокойно, пожалуйста, в Одесском аэропорту встречали своих гостей, ни у кого вопросов не было. Более того, в 2012 году мы в Одессе в рамках мероприятий открывали доску Исааплиеву. Это легендарный один из красных командиров Великой Отечественной войны, кавалерист, даже Сталин с ним встречался, он осетин. И как раз мы открывали... И приехала делегация из Южной Осетии, представляете? Причем на машине, которая, в общем-то, была на юго-осетинских номерах, там, РСО, ни с чем не спутаешь, да? И они спокойно приехали, кстати, через Керчь они как раз ехали, паромная переправа. И это, то есть, был коридор, представляете, непризнанная республика, вроде Украина же ее как бы не признавала, но, тем не менее, никаких проблем не было. Поэтому эти первые факторы, которые вы перечислили в вопросе, Украина в нормальном состоянии, когда была, особенно до 2004 года, она и так обеспечивала. Поэтому это неправильно считать требованиями России или условиями. Это условия возвращения Украины в относительно нормальное состояние. Понимаете? Потому что это не просто же, например, про коридор. Отлично, что речь зашла о моем любимом Приднестровье. Если бы не все эти кризисы с 2014 года, я, в общем-то, даже собирался, может, поселиться на какое-то время в Приднестровье. Там есть прекрасное место между Тирасполем и Бендерами. Вообще эти края прекрасные. И это же еще и приднестровцы хотят. Референдумов-то было несколько. О том, что Приднестровье хочет войти в состав России. То есть, это не только коридор из России в Приднестровье, но это коридор из Приднестровья в Россию. Ведь кто-то ж к Украине никто не хотел присоединяться. Хотя чисто этнически в том же Приднестровье 30-30-30. По переписи плюс-минус. И 3 государственных языка. Молдавский, русский и украинский. И паспорта у всех с пачками. Паспорта. Не у всех там коллекция, да, у кого какой. 2-3 обязательно, чтобы ездить. Но не было ж такого вопроса. Поэтому это не требование России. Это возвращение к естественному, нормальному состоянию всего этого региона. А по поводу русского языка, церкви, и вообще всех этих историко-политических извращений, культурных извращений, это, в общем-то, в первую очередь борьба за украинский народ, потому что это нужно в первую очередь обществу, чтобы прекратить войну внутри себя. Как-то так я прокомментирую вопрос. Тут же такой момент. Вы проголосуйте, пожалуйста, опять-таки, напишите в комментариях. То есть мы сейчас будем обсуждать эти условия России, но немножко, если взяли такую рамку шире. Буквально вчера был такой советник мэра Мариуполя Андрущенко. Я у себя в шуме его показывал, в том числе вчера в эфире. Разошлось его такое заявление. Такая прям крик о помощи. Он бьет в набат. О чем речь? Как только, условно, придет к чему-то эта война, да, к чему-либо, то есть будет церковь, русский язык, не будет, это тоже ведь большой вопрос. А вам выйдут представители общества и скажут: нет, не хотим мы, ни УПЦ не хотим, стрелять из-за этого, да, тоже какой-то такой, это все истинное желание, что все на украинском говорили. Поэтому тут принципиально другой момент, да, он где-то на пересечении экономического и военного. Андрущенко выходит, говорит: если открыть пункты пропуска, гипотетически, приморозить войну,
плюс-минус, да, там никто ничего не будет заканчивать, ну, скажут, допустим, окей, ну, по типу Донбасса, помните, как было тогда, там, в Донецкой области, там, станица Луганская в Луганске, и там вот это вот пересечение, переходы, пешие они были, потом там подвозы, типа, для комфортно людей было, то вот если открыть это сейчас, вот сейчас, то, говорит, Украина столкнется с катастрофой. Катастрофой, прежде всего, которая заключается в том, что попрут, причем из Европы попрут, потому что многие наелись европейской жизни, под контролем, за эту помощь, джоб-центры, все дела, плюс еще там директива, 27-й год. А дальше что? Многие же люди все-таки не разучились строить планы, там, например, на 2 года вперед, хотя бы. Да, пятилетка это уже сверх какой-то далекий горизонт, но тем не менее. И поедут из Европы, из Украины поедут. Потому что, как не рассказывает украинская пропаганда о том, что, условно, мужичков, украинцев вчерашних, а сегодня типа россиян на так называемых новых территориях, ну, Украина же считает своими эти территории, поэтому, говорит, оккупированная. Так вот, пропаганда говорит, на оккупированных территориях хватают и загоняют российскую армию воевать против вчера своих же. Но там нет такой мобилизации, какая есть непосредственно в Украине, под контролем Киева, на этих территориях. Поэтому мобилизация, экономика, а там что? А там дом, а там родные места. Как вы вот вспоминаете с таким придыханием место между Тирасполем там, и Бандерами, так у каждого есть такие места, например, на юге, на Донбассе, то есть те, которые сейчас под контролем Российской Федерации, и поэтому сядут и поедут. Жилья нет, выплаты через раз, с зарплатами, с ценами все видят, что, а там все-таки дом и крыша над головой. Поэтому тут такой момент. Как вы думаете, наступит ли этот этап, когда хоть какие-то пункты пооткрывают? И прав ли Андрущенко, что открытие, вот само открытие этих пунктов для Украины уже катастрофа? Андрущенко фактически признал то, что мы называем биореактором. То есть в чем же особенность любого реактора? Когда топка уже закрыта, хоть печка, да, но никто не будет, потому что может... Поэтому, да, он признал де-факто. Вот. Поэтому ничего удивительного в этом нет. Более того, если открыть нормально границы еще и там с Европой, напрямую, например, у России, то огромное количество бывших жителей пост-Украины, да, оно поедет в том числе в Россию для того, чтобы, в общем-то, просто чувствовать себя, равноправным человеком. Но тут другой вопрос, что после того, как начались теракты, я напомню, что все эти истории с фильтрацией и прочим, они же когда начались? После взрывов на мосту Крымском, да, после убийства Дарьи Дугиной, после теракта в Петербурге у нас как раз на Университетской набережной, когда Владлена Татарского убил один из первых биодронов. Да? То есть, и до этого же добро пожаловать. Опять же, я напоминаю, вот я лето 22 года прям потратил около месяца, наверное, в постоянных там переписках, консультированиях, когда можно было выехать в сторону Мелитополя через Орехово. Сейчас там уже там бои идут. А это был единственный способ. Вот, куча харьковчан выехала. Просто там знакомые знакомых пересылали. Там был вопрос, кое-где надо было там взятку дать. Какие-то полупроверенные были посты. Тогда это стоило вообще недорого. Вот. Кому-то даже там приходилось одолжиться на обратную дорогу. Вот. Поэтому это уже было. То есть, вот пока были открыты... это тогда были не границы, это были тогда потоки человеческие, да, на тех местах, где сейчас идут активные боевые действия. И вереница потянулась еще тогда в сторону Крыма. Вот. И в сторону, так сказать, как континентальной России, как называют, да. Вот. И поэтому, конечно, это естественные потоки, потому что наши народы, они связаны не только на уровне культуры, но на уровне семей в первую очередь. Вот. Это же трагедия, она же прошла по семьям. И, конечно же, настало время
немножко, так сказать, уже подостыть, немножко разобраться с тем, как оно и что есть. И вот по факту, вот что мы видим, да, по факту мы видим, что те регионы, которые Россия объявила как свои, то есть это же отличается от вот этого серого периода, назовем его так, 14-22 год, когда Донбасс был непонятно. Вот когда я жил в Донецке, как раз вот 15-й, часть 16-го года, вот, это вообще было непонятно. То есть даже там документы не признавались. Была вообще какая-то полушизофреническая ситуация, когда в том же Донецке нотариусы работали еще как украинские нотариусы, но уже как и республиканские нотариусы. И это, конечно же, порождало в том числе, мне там надо было, нотариальные дела сделать, да, и вот, там уже началась вот эта вот непонятная катавасия вот этой серой жизни, потому что в России там могли вообще смотреть на что это такое. То есть в телевизоре у тебя, так сказать, герои Донбасса, которые воюют, а по факту сколько людей не могли выехать с детьми новорожденными. Просто там на море, допустим, да, потому что эти справки республиканские, их российские власти поначалу... там сидит пограничник-исполнитель, у него есть список, он действует, так сказать, по алгоритму. И потом же только признали документы, я напомню, начали признавать республиканские. А тут же другая история. То есть вот эти, то, что называют новые регионы, а я все-таки выделяю новые и сверхновые регионы. Потому что ДНР, ЛНР, так сказать, в изначальных границах, то, что называется, не в границах областей Донецкой и Луганской, у них, у жителей был, конечно, такой адаптационный период. Я в этом смысле очень рекомендую, пусть это будет минута рекламы, посмотреть нашу чистоту понимания с Андреем Ковалевым из Донецка. Вот. Как раз он много рассказывает. Он сейчас один из руководителей общества там, ветеранов, и инвалидов, и слепых. Он рассказывает об этом. Да? Вот там он подробно, интересный рассказ о том, как человек делал, в общем, человек был лоялен той нормальной Украине. Да? То есть, он не принимал бандеровские, понятно, все истории, но он был как бы патриот края своего, и претензий не было. И потом, как все, в общем-то, поломалось. Да? И мы видим, что вот эти новые, и особенно, то есть, вот Донбасс, там был период такой, переходной, значительный, очень тяжелый. А вот сверхновые регионы, там вообще все произошло так, чик-чирик, да, моментально. И мы видим, что уже буквально через год, через полтора, Россия относится просто как к другим своим регионам. То есть никого ни в каких правах не поражают. Вот. Понятно, что много тех же заготовок для биодронов, пособников, там, наказывают, достаточно жестко действуют. Но в принципе даже большое количество через Европу вернулось местных жителей туда же, в Мелитополь, в Бердянск. Хорошо, Поэтому почему это катастрофа обычная для Украины? ситуация. Понимаете? Вот тут же мы же, когда обсуждаем вот эти условия и возможное будущее новые ультиматумы России, почему это является катастрофой для Украины? Вот если взять Уралова и поместить на другую сторону, советовал ли бы он, да, то есть там перекрывать доступ, поражать в правах, отнимать паспорт, если получаешь паспорт российский? Ведь где мы перешагнули, это, кстати, очень важный вопрос, вы начали вспоминать вот эту историю с непризнанным Донбассом, так они во всех предприятиях по 2 печати было. То есть, украинскую никто там до последнего все держали, понимаете? Чтоб... Торговать пытались через Киев в том числе, да? Обязательно, то есть везде есть. И потом, когда вот это начали массово показывать нам всяких, там, одного приняли, второго приняли. Где? В Киеве. Кого там? С Луганска, с Донецка. А все такие, а что они там делали? А почему? Потому что вход, въезд, выезд, бизнес, все как положено. Так вот, суть вопроса. Как вы думаете, вот все-таки, если попытаться сконструировать вот эти новые условия, почему для Украины вот это, так тяжело воспринимается? Я Андрющенко не просто так привел в пример. Почему, в чем логика вот этого отсечения? Смотрите, дело в том, что
украинский политический класс, особенно тот, который пришел с Зеленским, ну, конечно, их правильно больше называть объединенная политическая группировка, да, ОПГ, вот. Это же не просто предатели, вот. Это предатели, ну, на коротком, так сказать, шаге. То есть, ну, у нас многие там, ну, в принципе, я считаю, что советский человек, который принял бандеровщину или петлюровщину или мазепинщину, он предатель. Вот. Внутри, да, так сказать, по умолчанию. А тут же короткая история. Это люди, которые думали, что они придут в 2019 году к власти, быстро все порешают. Ну, риторика же была о мире, ну, в первую очередь, с Донбассом же, правильно? Вот. Но они потом сделали добровольный выбор. Вот. Это где-то период «я не лоха», ну, вот, поездки Зеленского на передовую, где он понял, что он этих вооруженных людей не сможет. Ну, уговорить он точно не сможет. Вот. А на более решительные действия он там, не знаю, не способен, не готов. Ну, в общем, он в заложниках у тех, кто начал жить на этой войне. И они сделали добровольный выбор. Ну, вот эти условная большая команда новых зеленых, да. Вот. И этот добровольный выбор, он, естественно, противоречит нормальной жизни. Вот, естественно. Потому что если бы тот же Донбасс просто не трогали, то было бы как у Молдовы с Приднестровьем. Но ведь посмотрите, даже сейчас. Это потому, что Майя Санду специально накачивает эту ситуацию. Со стороны Приднестровья, как и со стороны Донбасса, не было ни одного теракта по отношению к тех, кто считает сепаратистами. Ну, смотрите, ну сколько лет террористы. Не было ни одного теракта. Никто идею вообще политических убийств не отстаивал, да, особенно на чужой территории. Поэтому, если бы Донбасс просто не трогали бы, то там было бы как с Приднестровьем. Некая непризнанная власть, но общество, экономика сразу бы все вернули назад в свое русло. Ну вот кто приезжал тоже в относительно нормальные времена, когда президентом в Молдове был Воронин, вот, и была непризнанная республика, все помнят, что такое были вот это вот КПП, когда ты из Тирасполя ехал в Кишинев. Ну, это просто у тебя взяли, проверили документы, причем не только у приднестровцев, то есть и у любых, кто ехал, ну, третьи участники, точно так же посмотрели, право въезда есть. Единственные были проблемы, ну, не проблемы, если ты хотел дальше вылететь из аэропорта Кишинев куда-то дальше, то тогда надо было в Молдову въезжать через как бы признанный пункт пропуска. И тогда даже люди смогли из Приднестровья выехать, заехать через другой КПП, где их спокойно пускали. И даже спокойно пускали из Приднестровья машины на номерах непризнанной республики. В Кишинев можно было ехать. И в Одессу, повторяю, можно было ехать. И если бы Донбасс просто не трогали в 2014 году, ну вот остановились и остановились где-то, да, то было бы то же самое. Но эти персонажи, которого вы перечислили, они сделали осознанный выбор в пользу войны. И теперь либо они, либо, так сказать, война пойдет на спад. Но они делают карьеры, они делают бизнес. Вот. Ну, посмотрите, какие там были новости. Ну, что там, в Киев стал третьим по продаже люксовых автомобилей, да? Ну, такие же были новости. То есть тут же парадокс в чем? Пока большинство общества испытывает невероятную нужду потрясения, очень узкая прослойка, вот, но это по моим прикидкам от 1 до 2%, так сказать, в элитах, и еще от 10 до 15%, которые с этого чуть-чуть подкармливаются, да. Ну, грубо говоря, военком Борисов, да, одесский, ну, он же не только сам жирел, еще вокруг него было там 10-15 человек. Ну, как устроено любое ОПГ, да, потому что Украина, к сожалению, превратилась в страну организованную, где власть организована по типу ОПГ. А в ОПГ что главное? Совместное преступление, которое совершают преступники. Ну, то, что называется, повязаны кровью. Ну, вы сами, в этом смысле американские фильмы про мафию, они или книги, вот, я рекомендую. Хорошо, так а как развязаться?
Вот опять-таки, Ну как если... развязаться? Нет, если сфокусироваться на вопросе, Первопричины. если сфокусироваться на вопросах новых условиях Российской Федерации, какие они могут быть, то Так это... нет никаких Нет, новых то условий. это штопор, который еще больше вопьется туда дальше, в политическое тело Киева. Давайте откровенно, потому что каждое новый ультиматум, он хуже, чем предыдущий. Ну, то есть, все могут это проверить таким эмпирическим путем с 22 года и вот до сегодняшнего дня. А сейчас мы как бы заходим в какую-то новую фазу. Хорошо, если непонятно, какие новые условия или там новый ультиматум, то после чего могут выкатить новый ультиматум? Что у нас решительно поменялось на фронтах? Что у нас решительно поменялось по войне? Или все-таки вот это... Опять, разница-то большая. Одни думают, что началась Третья мировая, что все правила поменялись, миропорядок поменялся, а другие говорят, да нет, это просто взбалмошный Трамп, который то Мадуро украдет, то Иран отбомбит, то помирится с Ираном, а Иран говорит, нет, говорит, да, мы помирились, я вас победил. То есть это просто фактор, ну, как личности одного человека, или вот такой период, когда вот такой какой-нибудь, ну, условный Хрущев с ботинком по трибуне и засаженная кукурузой, как бы, огромное количество чернозема, да, то есть, ну, вот просто такой волюнтаризм такой, вот он так проявляется. Ну, это считать, что дело в личности, это, с моей точки зрения, проявлять такой близорукость политическую. Конечно же, дело не в личности. Каждый американский президент начинал, либо получал по наследству ряд войн. Это было, ну, это началось сразу же после войны Севера с Югом. И это у них и отрефлексировано и в историографии, и в политологии, что они поняли, ну как-то так, смотрите, молодая республика только вот возникла. И через 70 лет уже гражданская война. Не рано ли это, да? Ну сколько было пафоса, вот отбились, так сказать. Что-то есть в самой этой системе, да, которая построена на принципе постоянного конфликта. В этом же идея двухпартийности, которые там якобы воюют, имитируют между собой войну. Ну, вот у нас же другая политическая модель. Да? У нас, например, выборы как присяга. Вот. У них выборы как война, так сказать, как соревнование, как битва. Ну, вот такая модель. Ну, и, соответственно, на внутриполитическом, ну, они пришли к выводу, что либо у нас будут свои гражданские войны, либо мы будем эти войны экспортировать. Ну и начался экспорт сначала в отношении Мексики, потом Латинская Америка. Ну и вот в 20 веке вылезли за пределы своего континента. И в этом смысле весь 20 век США так или иначе где-то начинали либо втягивались в войны. И это делал каждый американский президент. Но в 21 веке что-то поменялось. Ну, вернее, что поменялось? Когда рухнул Советский Союз, США, то, что называется, самооблучились собственной пропагандой. Потому как привыкли воевать, уничтожать режимы, скажем так, которые находятся на несколько технологически, отстают на несколько переделов, на несколько уровней технологических, то, что называется. Да? А тут они впервые столкнулись с оппонентом, который не просто огрызается, да, но еще и, в общем-то, находится на военно-техническом уровне, если не равноправном, да, это неправильно говорить, то на соответствующем. Ну, смотрите, у меня же тоже есть совершенно разные гости. Некоторые из них говорят, что это с технологической как раз-таки точки зрения избиение младенца. Это все равно, что у ребенка конфетку отнять. А у них вообще разница в классе неимоверная. Ракеты все летят у Израиля и США точно, бьют метко, разрывают. Ну, правда, вынуждены сами потом запрашивать переговоры. Но это, наверное, от милосердия. Это связано с тем, что это разный тип оружия. Да? В оружии, после того, как война переходит в режим экономик, важно, чтобы оно было еще и дешевым, и его было много.
Ну, это если на уровне метафор, да, вот то, что вы описали, да, у них отличные снайперские винтовки. Ну, прям вообще замечательные. Но нужно 10 тысяч автоматов Калашникова. Ну, вот со всем остальным точно так же. То есть, да, отлично, высокоточные системы ПВО, но они раз и просто заканчиваются, их не хватает. Либо они невероятно дорогие, да. Так происходит во всех войнах, и очень часто какие-то изобретения, они ломают вообще логику. Ну, вот логику Первой мировой войны во многом поломал пулемет. Потому что он вообще фактически кавалерию списал. Хотя на протяжении тысячелетий кавалерия правила, так сказать, была на полях. Вот. Но сначала ее там артиллерия подвинула, и вообще там весь военный гений Наполеона на этом был основан, что он сначала артиллерию использовал для подавления уличных беспорядков в Париже, и потом довел до совершенства. Потом это завершилось, да. Ну и вот сейчас, соответственно, мы находимся опять на таком соревновании, с одной стороны, научно-техническом, то есть кто лучше, помните, что это тоже в годы Первой мировой войны там эту большую Берту строили, то есть была такая иллюзия, что можно построить какую-то одну большую пушку, которая вот так вот решит вообще сразу весь исход войны. Это, кстати, и у нас стоит вон царь-пушка, которая же никогда не стреляла и раскололась. Да? То есть, это иллюзии часто такие бывают. А на самом деле должна быть туча стрел. Это первый раз доказал, наверное, Чингисхан и вообще Орда. Да? Что, в общем-то, менее технически вооруженные люди, но за счет правильной организации и экономики, потому что Орда едет, питается сразу же, надо же кормить еще это все для передвижения, и моментально перебрасывает силы отсюда туда. Соответственно, так родилась империя Чингисхана. Для чего я это привожу пример? Что высокотехнологические заделы, они работают только при условии, если у тебя все предыдущие технологические уровни обеспечены. Да? И тут возникает вопрос, а кто и что может производить у себя, да? И какая экономика является самодостаточной. И вот оказалось, что ни у кого из союзников, как они называют, США, нету никакой самодостаточной экономики. Не говоря про какую-то там глубину тыла, эту стратегическую глубину, как это называется. И поэтому сейчас мы находимся на этапе избиения монархий, и это этап номер один. И второй этап – это Израилю газа возвращается. Поэтому у нас впереди еще бунты в монархиях и, возможно, в Израиле, потому что в Иране, как мы видим, наоборот, общество сплотилось, так сказать, и никаких надежд. В чем была стратегия? Что уничтожим, так сказать, руководство, потом возникнут протесты, возникнут Майданы, и все, страна пойдет в разнос, и все на этом закончится. Нет, этого не случилось. А вот протесты и Майданы в монархиях, и особенно в Израиле, они еще впереди. Потому что там как раз модель власти – это узурпация. Да? И поэтому Нетаньяху пропал, и все, уже не очень понятно, что делать. То же самое с этими монархиями. Для Трампа, чтобы Нетаньяху пропал? Я думаю, что в идеале, конечно же, Трампу сделать Нетаньяху козлом отпущения, то есть, что это он виноват. Но я думаю, именно поэтому Нетаньяху либо прячется, либо его прячут. Но то, что он не выходит на публику откровенно, это прямое свидетельство, что не просто что-то пошло не так, а все пошло не так. Это самое главное. И он же мастер хуцпы. Это же как Зеленский, так-то, если говорить. Как он же? Его вроде нету, но при этом откровенно оскорбительный, как это сравнение, я ж не зря про Чингисхана вспомнил, да? Сравнение и, Иисуса Христа и Чингисхана. Для чего это сделал? Для чего эту хуцпу он развел? Ты же вообще иудей. Ты, причем сионист, да? Ты же не имеешь отношения ни к одному, ни ко второму. К чему тебе это? Приводи свои примеры. Ветхий Завет он изобилует, потом Тора, Талмуд.
Ну, это же специально сделано. Ну, вы понимаете, да? То есть, он должен бы, как ответственный политик, где-то появиться, что-то заявить, сказать, что мы будем делать в этой ситуации, когда все пошло не так. А он в это место занимается троллингом, хуцпой и, в общем-то, целенаправленно, так сказать, привлекает... Ну, это когнитивная война. Он меняет фокус внимания на вот эту свою хуцпу. Но по факту сказать-то нечего израильтянам. Нечего. Вот. А общество в Израиле тоже расколотое, как и любое общество западного типа. И приходят к власти такие, как Нетаньяху, не потому, что голосуют за них, а потому, что голосуют против их оппонентов. Ну, как и Зеленский. Это же не Зеленский, это же антипорошенко. Вот и все. Что произошло с этими переговорами? Зачем Трамп соврал? Сегодня материалы изобилуют о том, что опять какие-то непонятные люди закупили на фьючерсах нефть, потом за 1 час там цена прошла 3 триллиона. Ну, то есть, имеется в виду общая динамика, там, на 2 вверх, наоборот, на 2 вниз, потом на 1 вверх, в общем, 3 это разница. Кто-то перед самым-самым, когда 6:50 утра у Трампа до его поста, да, кто-то, вот так сказать, погрел на этом руки. А параллельно с этим в эти минуты приходят новости и разная такая... В общем, удары не останавливаются. Иран говорит, никаких переговоров. Конечно, через посредников мы слышим, что США запрашивают переговоры. Выкатили свои условия. Но Трамп стягивает силы. Арабы лоббируют переговоры активно. Трамп стягивает силы. Американских военных вон подвезли в товарных количествах. Получается достаточно... Ну вот помните, вот тоже такой же эпизод, очень и очень с точки зрения когнитивной войны очень важный, когда приехала премьер-министр Японии к Трампу, и там была такая оказия, но вообще как бы такое вообще стараются протоколом убирать. Когда Трамп говорил, ой, так внезапно, ну что, мне ли вам рассказывать о внезапности, типа как Пёрл-Харбор. Ну, когда японцы фактором внезапности уничтожили базу Соединенных Штатов Америки во время Второй мировой войны. И та даже не знала, как ей реагировать, потому что это экстраординарные вещи. Это вот зачем нужен протокол? Протокол — это защита от дурака. Ну, чтобы никто ничего не ляпнул. Ну, а вот эта тоже премьерка, которая в рамках своего визита Японии пошла к тому человеку на могилу, кто бомбил Нагасаки. Ну, то есть там цветочки возложила. Тоже какой-то странный визит, понимаете? Абсолютно перевернутое все. С точки зрения там Японии, США, с точки зрения вообще понимания произошедшего. Так вот, может ли Трамп разыграть подобную историю? Вот я вам 5 дней не бомблю по вашим электрическим станциям, но за это время подготовил быстренько какой-то десант, приготовил новые бомбы, подвез, да и ядерку в конце концов бахнул. А зачем ядерку? А просто кто-то за 10 минут до удара ядеркой сделает ставочку. Хорошую такую ставочку, жирненькую. Будет ли применено ядерное оружие в этом году. Да? И снимет куш. Его останется. Ну, судя по всему, я в этом смысле не специалист, но у вас же товарищ Димура постоянно на этом акцентирует, да? На, скажем так, когнитивных особенностях Трампа. Но я бы добавил еще одну особенность. То есть, смотрите, в чем отличие. Да? Это человек, которому всегда, во-первых, все сходило с рук, а во-вторых, это мажор. Ну, давайте называть вещи своими именами. То есть, это человек, который, в общем-то, не прикладывал каких-то особых усилий для того, чтобы стать там миллионером. Он наследник империи. То есть, это же не Байден, да, вот в чем отличие Байдена. Это человек, который там 30-40 лет терся в политике, вот, причем активно. То есть, он рос. А это, в общем-то, коммерс. Причем коммерс именно мажорного типа. Ну, вот, их можно наблюдать в том числе в числе неприкасаемых, кого ТЦК на Украине не трогает. Вот. И это человек, который в этом смысле считает, что он может купить все, что угодно, да, что все, что угодно продается. Ну, вот у вас Павел Щелин же подробно разбирает
ну, так сказать, морально-этическую составляющую этой культуры специфической североамериканской, да, которая сформировалась. Вот, ну, мы ее, в общем-то, видим на, ну, как, Задорнов имя сделал на анекдотах про новых русских, да, у которых основная черта – это вседозволенность и безнаказанность. И поэтому, конечно же... Еще на том, что американцы тупые, помните? Ну да, да. Ну то есть он ряд, ну вот на новых русских это был один из сюжетов. Американцы тупые, там европейцы ничего не понимают в русском юморе и так далее. Он так это восстанавливал, так сказать, чувство достоинства униженному постсоветскому населению, которое не перестало куда-то ездить, а он за нее катался по всему миру и байки травил. Но не суть. И поэтому Трамп это, конечно же, типичный новый русский, но он в этом смысле даже внешне отчасти похож, только усов нету. Помните фильм «Жмурки»? «Жмурки». Герой Михалкова, который был как бы боссом, тоже такой вот рыжий, а потом еще у него там сыночек такой был, такой толстый, да, который вот с детства. Ну вот Трамп это такого типа персонаж, да. Ну еще хороший фильм, как раз он вышел накануне коронавируса, он, кстати, побил все рекорды кассовых сборов. Я не знаю, видели, не видели. Это охлобыстенный фильм «Холоп». Тоже как раз про мажора. Не смотрели фильм этот? Ну, если не смотрели, очень... Если начинал, то не полностью. Ну, я рекомендую. Вот он и зрителям пришелся, и он как раз вот про вот эту психологию. Поэтому Трамп, как любой мажор и коммерс с чувством вседозволенности и безнаказанности, он вполне может дойти до ядерки. Вот. И с него станется. И поэтому я лично больше всего переживаю за персидский народ, назовем его так. Да? Потому что это будут уже не точечные удары, это будет, как было в Хиросиме и Нагасаки. Ну, а по поводу Японии, есть очень много исследований о том, как целенаправленно в Японии современной прививался, значит, культ вот того, что мы виноваты, значит, что мы как бы против США выступили, мы, значит, должны быть благодарны за эти все военные базы, которые у нас находятся и так далее и тому подобное. И, в общем-то, политики проходили очень жесткий фильтр. Я не эксперт во я несколько там исследований, еще что-то там читал, смотрел. Вот. Это же там в том числе мафия активно работала, чтобы убивать там просоветских деятелей. Хотя вот, например, коммунистическая партия Японии, она до сих пор такая одна из очень радикальных. Ну, там прям мафия, местные якудзы, помните, когда только... они прям убивали, да? Мафиозная страна была построена. Помните, когда тянулось... А были там несколько таких эпизодов за эти более чем 4 года войны. Опять-таки тянулось. В информационном пространстве тянулась у Путина рука к кнопке. Или там пресса активно писала, что сейчас Путин жахнет ядеркой, сейчас вон там что-то еще. И тогда... Опять-таки, он достаточно не твердый, но тоже был некий тренд, что, мол, смотрите, Америка же бахнула ядеркой, смотрите, как хорошо у них теперь все с японцами. И даже вот теперь как бы гривой кивают, ходят, и вроде как и японцы, и вроде как и сами по себе, но Америку уважают. Вышло все исторически... Боятся. Подождите, вышло все исторически так, что, давайте откровенно, ударили ядеркой, чтобы их полюбили. И, соответственно, где-то кто-то накладывает эти модели на российско-украинскую войну. Россия влупит ядеркой, и украинцы полюбят Россию. Понимаете, если бы США с Японией там когда-то была одной там страной, культурой, то можно было бы проводить аналогию. Поэтому я считаю, что эта аналогия неуместная, потому что милитаристскую Японию, как тогда называли, ее же разгромил не удары ядерные, а ее разгромил Советский Союз совместно с будущей армией Китая, партизанами, кстати, и корейскими. Там первый Ким, это партизан, который отступил в Советский Союз, там проходил
военно-политическую подготовку, а потом вернулся как раз, когда выбивали японцев. Да? И я напомню, что 9 мая – это день победы только над нацистской Германией. С Японией еще потом довоевывали. Вот. Поэтому это не были удары для победы над Японией. Это были акты террора. Это был, как бандеровский аттентат. Это как убийство Олеся Бузины. Это как 2 мая в Одессе. То есть, это акты устрашения. И, в общем-то, да, Японию террор победил. Взяли страну в заложники. Мы же не видим интеграции. То есть, что американцы переезжают жить, работать в Японию? Нет. В командировке, еще куда-то. Что японцы как-то активно выезжают жить, работать в США? Нет. Есть какая-то минимальная. Но даже Чайна-тауны есть, а Джапан-таунов нету. Вот, понимаете? То есть, это сравнивать, в принципе, не то, что метод иной. То есть, там был террор взятия в заложники. А в данном случае в новые регионы в том числе переезжают, не только возвращаются. Мы же начинали с этого, да? Вот давайте пробросим как раз мостик. Там же не только есть поток возвращающихся жителей постукраины, так сказать, в родные пенаты. Но там еще есть и поток приезжающих новых жителей этих краев, которые либо выехали, например, в 2014 году очень много. Это особенно касается регионов Донбасса, сверхновых. Да? То есть, не территория изначальная ДНР, ЛНР, а освобожденная. Многие же уехали еще в 2014-м в Россию. А также просто жителей разных регионов России. Кого я там только не встречал. И сибиряков, и дальневосточников, из Поволжья, из Урала. И много крымчан, кстати. Причем они выступили на передовой. Именно госстроительство, когда новые органы власти организовывались. Как раз вот крымчане, это был во многом такой карьерный рост для кого-то. Для кого-то новые горизонты. Я вот с коллегами-медийщиками общался. Как раз из Симферополя, из Севастополя. Сначала строили, так сказать, гостелек новый в Крыму. Потом, в общем-то, из Донбасса, кстати, товарищ мой из Донецка. Вот. Телеканал «Оплот» сначала был такой. Я был у него в гостях, а потом с ним в Генически встречался. Как раз интервью есть. Вот. Поэтому процессы, они же вот такие происходят. А покажите мне такие процессы между США и Японией. И вот тут вот как раз по отношению к тому, что у нас иной тип войны, я же сегодня подготовил Ивана Франко, вот, я не знаю, будете, не будете транслировать. Смотрите, я хотел бы здесь, да. Мы сейчас перейдем к Ивану Франко, здесь просто вот очень важный момент. Я хотел бы немножко, не так закольцевать, с вашего позволения. Значит, выходит сегодня Зеленский и говорит о том, что... Россия помогает Ирану разведданными, вот это вот все, вот смотрите, там в Беларуси будем антенны всякие там настольные, хотел сказать, полевые, да, наземные уничтожать. И вообще, то есть, да, Зеленский, он в своем репертуаре, он, так сказать, рвет и мечет в этом отношении, продолжает вот эту вот риторику войны. Вместе с этим, тут же очень важный месседж я хотел с вами обсудить. Перед тем, как мы... Вот тот посыл, да, по поводу Ивана Франко, по поводу того, что это, как это отзывается в истории. Он, кстати, у меня в эфирах бывал часто, когда еще на телевидении работал. Есть такой представитель, он сейчас глава офиса миграционной политики. Причем, адекватный мужик, он занимался всегда гастарбайтерами. Работа украинцев за рубежом. МВДшник, да? Нет, не МВДшник. Он именно конкретно эксперт по этой теме, по трудоустройству. И сейчас сколотили ему какой-то офис миграционной политики. Вот он выходит на интервью и говорит о том, что о том, о чем демографы как-то так не говорят. Все так улыбаются, говорят, бангладешцев завезем. Да нормально, чего? А он выходит и говорит, умирает каждый год на 300 человек больше, чем рождается. Каждый год. То есть... 300 тысяч? Да, 300 тысяч человек. На 300 тысяч человек. То есть 3 года это минус миллион.
это естественно, имеется в виду, естественный процесс. Это смертность, это без миграции, без тех, кто уезжает и так далее. Коэффициент 0,7, тогда как для просто, чтобы восстанавливалось все, надо 2,2. И по его оценкам рабочих рук не будет хватать 8,5 миллионов. Вчера я показывал тоже очень интересную инициативу. Знаете, все же как удивлялись, помните? Ну, вы помните, вы знаете, это тоже мы такие люди, там, постсоветские, всегда говорили, вот, представляешь, Европа, западный мир, Германия, едешь, а там кто-то взял, выставил диван свой старый, ну, возле дома, да, или специальные места какие-то. А, например, к магазину подходишь, а там вот только-только подходят просроченные, ну, продукты, а их выставляют, ты можешь кушать. А оно ж свежее, как бы, еще срок годности не вышел, но они уже это не продают. Представляете, какие молодцы. Короче, вчера госпрограмму запустили. В ближайшие месяцы будет голосование в парламенте на уровне закона, чтобы супермаркеты обязать вот эти продукты с подошедшим сроком годности раздавать людям. Фудбанкинги придумывают. А я так думаю, а что, ну подождите, ну ладно, там вообще к политике не касается, к этим вопросам. Касается. 12,7 миллиона украинцев в этом так или иначе нуждаются. Подсчитали. 12,7. То есть почти 13 миллионов украинцев, ну, это было бы хорошо для них. То есть украинцы не доедают, цены адские, зверские, вымирают естественным путем только 300 тысяч минус в год, уезжают, погибают на войне. И это все уже год за годом. А нам Зеленский выходит и говорит, ну, опять-таки, правда, неправда, но нам как бы забрасывают эту историю, что парламент готовится 3 года еще воевать. Якобы Зеленский говорит, давайте 2 года планы составим войны. Понимаете, в чем дело? В чем вот тогда, на чем стоит тогда эта власть Зеленского? Вот бы я хотел перейти к вот этому архетипу украинца. Неужели украинец заслуживает на такую власть? Это не уникальная модель, которую строит Зеленский. Это модель, которую в общем называли тоталитаризм. Вот. Но тоталитаризмы, они бывают разные. И как раз тут надо смотреть по, так сказать, социально-экономическим показателям. То есть, что с продолжительностью жизни, что с калорией, ну, потреблением калорий на человека, да, что с естественным приростом. И вот, но есть одна, но в целом это классический фашизм, нацизм, то есть превращение части общества в скотов преследуемых, вот, которые в стадо. Мы с вами на одной из первых бесед эту социологическую модель, собственно, обсуждали. Вот, то есть стадо находится все время в боязни и идет туда, куда его, как едой привлекают, и кнутом. А меньшая часть общества – это стая, которая время от времени волки должны задирать пару овец, для того, чтобы отара бежала в ужасе туда, куда ее направляют. И вот эта модель нацификации, фашизации, она не новая, в общем-то, она давным-давно появилась. Это же, кстати, эта модель, она была реализована, почему она проросла в Западной Европе? Потому что, кто особенно уехал, так сказать, в эмиграцию, обратите внимание, почему так много замков по Западной Европе. Да? У нас их намного меньше. И потом дальше наша система крепостей отличается. Потому что чаще всего замок и город, это очень хорошо описано в хрониках средневекового как раз Львова, потому что во Львове был замок. Замок – это было место, откуда грабили близлежащие города. И ничего сделать с этими баронами было невозможно. Потому что это была кормовая база. И собственно, какой-нибудь там барон, граф, маркграф, еще кто-то, он рассматривал окрестности в том числе как место кормления. И высшей власти ничего, в общем-то, не оставалось,
кроме того, ну, выбор должен был. То есть, либо бороться с вот этими, все, что хотят, творят. Это же вот это и была модель ну, фашизма, нацизма, расизма внутреннего. Ну, в общем-то, об этом я напомню легенда, которую прославил Вальтер Скотт, и она вошла уже в мировую культуру. Это же о Робин Гуде, да? То есть, это об отношениях. Кто такой этот шериф Ноттингемский? Это же глава МВД. Ну, а чем он занимается? Террором в отношении... Ну, и, в общем-то, эта модель, она воспроизводится. Ее можно назвать новым средневековьем. Кстати, вот многие там современные политологи, мыслители, они это описывают, что вот начинается новое средневековье. В культуре массовой нас давно к этому готовили. Но это так называемый там стимпанк и киберпанк. Ну вот давайте вспомним. Много же об этом было снято и показано. То есть высокотехнологический уровень контролем за обществом, но при этом очень низкий уровень потребления именно еды, причем еды нормальной. Ну потому что скотину надо только кормить. Вот. Больше ничего делать не надо. Ну поэтому это можно назвать процессами оскотинивания. Это на уровне именно социальных процессов, да, когда часть общества нужно оскотинить. Да? А другую часть нужно тоже оскотинить, но превратившись, так сказать, их в хищников, чтобы они как бы кусали, постоянно оскорбляли. Этот же процесс не прекращается. Поэтому это естественно, мне кажется, для любой страны, которая выбрала путь войны как центральной идеи. Да? А идея «война с Россией», она теперь стала краеугольной идеей. Больше никаких идей и никакой другой идеологии у Украины нету. Только война с Россией. Поэтому все будет только усугубляться. И оскотинивание тоже. По поводу того недосказанного Франко. Опять-таки, многие задаются вопросом. Вот Украина, да, и вот эта вот война требует предельных жертв. ТЦКшники хватают как не в себя. Сейчас уже даже скандалы появились, что несколько женщин занесены прям в розыск, а там нет процедуры, как женщину из розыска ТЦКшного убирать, поэтому надо в суд идти. А суды как бы дело такое очень хлопотное и затяжное. И вот они так говорят, по ошибке внесли меня. Женщина говорит, я военнообязанная, а как снимать? А снимать нет процедуры, поэтому через суд. Многие говорят, что это какой-то такой намек на толстые обстоятельства, что скоро всех будут грести, потому что то, что сейчас происходит, дичь полная. Федоров, министр обороны, вместо того, чтобы улучшить этот процесс, убрать вот этот ад на улицах, он вообще готовит какое-то цифровое рабство. Санкции теперь будут накладывать на тех, кто мобилизационное законодательство нарушает, на тех, кто не обновляет данные. Короче, какой-то пакет комплексный, чтобы добить эту ситуацию, да, чтобы условно не ТЦКшники, я так понимаю, бегали теперь за вот этими мужчинками, а мужчины ничего не могли, как бы только разве что натуральным хозяйством как бы выжить, да, разве что так, и ничего не могли сделать, и сами шли в руки к ТЦКшникам. Вот так модернизируют этот процесс. То есть это не в сторону человека, не в сторону от беспредела, а в сторону к беспределу еще большему, усиливая позицию вот этих людей, которые, напомню, в масках, которые нарушают закон, избивают, убивают, против которых отстреливаются, отбиваются как могут, но они все равно возвращаются. Новая прослойка ТЦКшная. И вот тут же очень интересно, в эти моменты все задаются вопросом, хорошо, а флаг над ратушей, условного Львова, да, это условно, я не говорю, что там Россия сейчас придет во Львов, но хотя такую рекламу уже снимали, вы помните ролики, что вот приходит во Львове, там ратуша. Я считаю, что это правительская реклама. Почему? Потому что это же, так сказать, подсознательное вырвалось. Вы же не забывайте, что какой для вас герой, так сказать, не герой, а деятель культурный ассоциируется со Львовом. Да? Для меня, например, Захер Мазах. И вообще Львов – это родина мазохизма. Даже памятник стоит. Он действительно львовянин, который родился, вырос. Да, Львов – это родина мазохизма, и поэтому тот ролик, который они снимали, это показаны, так сказать, страхи
вот, ну, вот ужасы, то есть чего, так сказать, очень боятся, но при этом на всякий случай, потому что Львов, я напомню, это удивительный город, который никогда никто не завоевывал, его всегда сдавали. Вот, когда дело доходило до настоящего чик-чирика, почему он и сохранился, вот, когда деваться было уже некуда, его либо сдавали, либо, например, как вот стоит там, даже не знаю, оставили, не оставили, памятный знак на Высоком замке, когда Богдан Хмельницкий подошел к Львову, а он же учился там в то, что потом стало университетом, а тогда это был коллегиум, вот, иезуитский, вот, и от него откупились. Поэтому то, что снимают во Львове, это особый взгляд как бы украинского мазохизма. Так вот, что касается вот этой смены флага и ненавистной советской власти, понимаете? Нам же преподносят это как оккупацию, и преподносят достаточно тяжело. И сейчас на этих, собственно, лекалах и выстраивается современная информационная война. Да, но при этом оккупацию уже никак преподносят. Что значит, сначала была попытка оккупации России в рамках Первой мировой войны. Львов же был в том числе захвачен, не только и Перемышль был захвачен, да, вот, и не только, то есть потом Брусиловский прорыв был через все Карпаты. Потом, значит, отбились, и это, собственно, ложится в один исторический миф с польским, да, то есть это как раз же приход к власти Пилсудского, и остановили, значит, навалу большевистской уже Красной Орды, и тем самым спасли всю Европу, потому что ну, там же была в Баварии своя социалистическая, ну, в Германии чуть же красные не пришли к власти, чуть революция не случилась. И да, вы абсолютно правы, этот миф, он родом как раз из конца начала 20 века, вот, когда, значит, из русинов пытались сделать, ну, значит, тот же украинских сечевых стрельцов батальон, да, вот. Этим, кстати, активно занималась пропагандой униатская церковь. Но народ массово не шел вообще никуда, даже под флаги Австро-Венгрии. Вот. Ну, то есть не считали эту войну своей. И в этом была мудрость столетней давности предков. Вот тут, вот, наверное, как раз подошло время к Ивану Франко. Я сегодня подобрал письмо, это том 50, вот, письмо Трегубову. Это его товарищ, соответственно, в России. Оно написано 27 мая 1915 года. Вот это как раз Львов уже захвачен. Ну, кстати, Франко в этом смысле пишет оккупирован. Но сейчас мы прочитаем, чтобы вы понимали, не знаю, есть, нет на экране. Вот я выделил красным. Вот смотрите, какие были испытания судьбы. Бувши змушеним іще в грудні минулого року віддати жінку до закладу божевільних, тобто, представляєте, тронулась умом супруга, я рівночасно був змушений прийняти до свого дому одну вдову з 2 дорослими дітьми і дати їм, окрім квартири, майже повне вдержання. То есть, представляете, он трагедии, но при этом берет вдову с детьми и при этом их еще и содержит. Це його неможливо, не мог пройти тяжкую зиму. Но при этом мало того, что он не уезжает из Львова и остается, и, собственно, он еще и продолжает сотрудничать. Это вот вторая страница, так сказать, письма. Вот он пишет: «Я міг продержатися сю зиму і весну тільки завдяки грошовій підмозі земляків із різних частин, внимання, Росії. А маю оце недавно одержав від одного неземляка 100 рублів у позику на необмежений час. Мій щоденний бюджет виносить пересічно 2 рублі». Вот он пишет: «Запасов у меня осталось всего, мається несповна 200 рублей. То есть у него на 100 дней, так сказать, на 3 месяца жизни всего есть деньги. Но при этом, вот он пишет, также я довідався, що в Москві почали друкувати в Москве. Представляете, это вот армия оккупировала, да, он остался, никуда не убежал, жена сошла с ума, он, несмотря ни на что, взял еще женщину с 2 детьми, а в Москве почали друкувати мою статтю
галицкая земельная собственность. И он рассчитывает на то, что, значит, получит гонорар. И дальше про отношение к власти. Он говорит, тутешня власть досі лишає мене в спокої, крім одної тривоги, солдатського постою в моєму домі, коло 200 людей. І от он першу ніч окупації Львова. Може, на це вплинула та обставина, що я здогадався ще в жовтні минулого року вислати до Академії наук у Петрограді свою працю і називає, то есть накануне войны. И дальше просит, моя просьба, дорогой друг, Трегубов, ну, русский человек, да, узнай, как там печатается, помоги с гонораром, да. А что второе интересно, это уже в примечаниях к письмам он заканчивает. Дочку, будь ты ласкавый, придержить як найдовше. Дело в том, что вот в червне, в июне 2014 года Ганна Франко выехала в Киев к родне. И там осталась. Значит, и он просит, только, пожалуйста, дочку подольше, ну, у себя придержите. То есть, смотрите, вот мы видим отношения. То есть, первое, это четкое понимание, что, ну, как бы воюют начальники, вот, а задача оставаться, в общем-то, человеком внутри этого всего. Дальше, глубочайшая трагедия, потому что двоих его сыновей, ну, это в других письмах он тоже пишет, забрили в австрийскую армию, и один из них участвовал как раз в том самом бое под Перемышль. Это такое страшное было сражение. Но дочка при этом остается в России, да, ну, то есть как бы в стране-оккупанте. То есть если мы сейчас применим вот эти штампы, которые навязывают украинскому населению не только, то что, Иван Франко кто тогда у нас? Коллаборант? Сепар? Пособник оккупантов? Ну как, вот печатаются его статьи, вот он общается с жителями. Ну сейчас же садят за это, правильно? Ну это кто в мессенджере общается с жителями России? А тут он не просто просит, он еще и издается, но при этом, понимаете, он же остается и человеком. Поэтому что бы мне хотелось, да, вот эти идеологические, пропагандистские приемы для превращения войны, конфликта в войну народов начались еще во время Первой мировой войны. Но надо в себе хранить, ну, вот, как бы, человечность, людяность украинскую. Вот на примере Ивана Франко. Это я так немного подбавил историко-литературного, ну, как бы, источников и немножко пафоса, но мне кажется, это очень полезно. Но это же, как бы, и в российской стороне есть. Ну, и тоже и расчеловечивание, и пропаганда, и вот эти все вещи. То есть, ну, мы же это тоже видим. И, ну, вот давай так, смотрите. В соцсетях, в мире соцсетей и новых медиа есть. Ну, есть государственное телевидение. Есть, ну, скажем, есть, подождите. Есть, если государственное телевидение, это политика государства, правильно? Ну, то есть и хохлов, и уничтожать, и давайте там стирать кварталы с лица земли. Ну, это же тоже доносится. Еще раз. Вы сейчас говорите о речи спикеров или речи, ну, как бы, политических Соловьев это периодически у него накатывает, и он давай всех уничтожать и стирать под ноль. Ну, как? Ну, подождите. Как бы... Значит, смотрите, это мы с вами разбирали. Давайте еще раз для себя разберем. А потом, значит, нет, подождите, а потом у нас это все доходит до такой степени, что Макс теперь заменяет Телеграм, потому что Зеленский говорит, я взломаю Макс. Ну, он как бы пытается взломать, конечно, то, что еще до путя нормально не работает, ну то ладно. Но сам факт, понимаете, вот от этих речей просто потом происходит государственное решение. Вот, ну, куда я вывожу, понимаете? Вот в эту степь, в управленческие решения. Сначала обрабатывают народ, да, на фоне этой войны. Все очень, ну, скажем так, ожесточают его, потом закупоривают. Ну, и это делается по-разному, но с одной и с другой стороны. Нет, законы пропаганды работают одинаково. Двух мнений быть не может. И так как сейчас перешло все в стадию вооруженного конфликта,
то есть то, что называется военная и околовоенная пропаганда. И она работает всегда по одному и тому же принципу. То есть перемога всего нашего, зрада у врагов. Да? И вот эти вот качели, они качаются. Но тут же вопрос ответственности за слова, как бы каждый самоопределяется, чем он занимается. Вот. Я не занимаюсь лично военной пропагандой. То, что пропаганда военная устроена, и околовоенная устроена везде одинаково, тут двух мнений быть не может. Но я то, что смотрю на решение, так сказать, органов государственной власти, я не вижу, в частности, каких-то дискриминационных действий по этническому принципу, или демонтажа памятников, переименования улиц в России. У нас на уровне государственной политики и общественной практики, подчеркиваю, я сейчас не про военную пропаганду говорю, есть четкое разделение, где украинский радикализм, терроризм, нацизм, а где украинская, то есть общая совместная культура. Я вам говорю, у нас район Кунцево, там как раз улица Ивана Франко и находится. И точно так же, я же сейчас в Краснодаре значительную часть времени провожу. Прямо на улице Красной, угол Горького, стоит барельеф, копия письма запорожцев, где описывается о том, что в том числе жители Кубани, потомки. У нас нету этнокультурных претензий к обществу. А государству и всем, кто встал на сторону украинского государства, пропаганда их превращает вообще непонятно в кого. Потому что нужно разделять общество и государство. Но это на уровне, так сказать. А по поводу пропаганды, слушайте, это же пропаганда с 14 по 22 год рассказывала о том, что Минским соглашениям альтернативы нет. И те эксперты, которые пытались объяснять, что Минские соглашения – это профанация, и в том числе, я во многом поехал в Донецк, кроме своих рабочих деловых вопросов и написания книги, я хотел посмотреть, как это в реальности устроено. Не с телевизора, а в реальности. И, в общем-то, моя позиция была о том, что это профанация, что самооблучаться нельзя. Собственно, я уже после 2015 года, я уже и сам не очень хотел, можно было понапрашиваться. Но меня, в общем-то, перестали особо приглашать в то, что называется в пропагандистские медиа именно федеральные. Потому что я пытался объяснить, что это профанация, которая является просто отсрочкой новой, более активной войны. Поэтому тут же пропаганда будет вам потом объяснять все, что угодно, что белое это черное, а черное это белое. Я к тому, что я, например, не верю в том, что если сейчас остановить войну, любым способом, давайте так, любым, откровенно любым, просто взять и остановить войну, то она не повторится снова. Я в этом уверен на 100%. Я думаю, что уже все немножко отрезвели, поумнели, посмотрели, что это такое. Все уже примерно понимают, что они могут, что могут против них. И уже в эту воду уже никто не войдет. Но, опять-таки, ровно как вы вспомнили экспертов, которые говорили, что альтернативы Минску нет, окей, сейчас куча экспертов, которые утверждают, что если сейчас остановиться, то потом будет что? Вторая серия, какая-то новая или третья серия, там кто как считает. Я согласен. Именно поэтому позиция России никакой приостановки огня. Мне кажется, что это выводы, сделанные по результатам по результатам Минского процесса. И потом еще Стамбульско-Гомельского. Мы все время забываем эту историю, еще гомельские переговоры, когда был один из переговорщиков вообще подло убит. Я имею в виду Киреев. Как это? Вы делегировали человека на переговоры, а так как он был не из вашей, так сказать, ОПГ и что-то знал, о чем там говорили, его просто взяли и убили. А история с Давидом Жвания, которого подкинули куда-то на блокпост, и где-то его явно... Там же интересно посмотреть. Я даже, кстати, себе скачал где-то специально архив. Это блоги Давида Жвания.
он накануне СВО куда-то очень-очень глубоко ушел в подполье. Но записывал очень много блогов, прям видно, как из бункера. И интересно, вот буквально за неделю, за две до СВО, он что-то, мне кажется, он что-то знал. Вот. И у него там серия блогов. А я напоминаю, что звание это такой, глубоко интегрированный был персонаж в системе власти еще Кучмы, потом и Ющенко, потом от Ющенко был и Тимошенко, потом Донецкий. Он же такой торговец был в том числе твелами, то есть он такой крупный был, авантюристического склада коммерсант. Вот. Потом в Керчи, по-моему, у него был этот залив, приватизированный завод. И он активно, вот я иногда обращал внимание, он типа, вы одумаетесь, вы не понимаете, решение принято, будет очень всем, что-то он такое говорил. Потом он куда-то пропадает, вот, а потом его труп, причем именно подбросили на блокпост российский, с российской стороны, когда это было. Это самое начало СВО. То есть, а как вести переговоры вот, по совокупности вот всего этого? Там на любом шаге будет кидок. Поэтому переговоров нет, есть контакты. Вот, контакты тактические, связанные с практическими вопросами. А Москва, я думаю, будет готова перейти к переговорам только после того, как в Киеве сделают ряд каких-то жестов доброй воли. Например, да, То, с чего вы языковые начинали. Язык, законы церковь, отменят, да. Язык, Да, то церковь. есть добровольно сделают это, и тогда будет... все, тогда с вами можно о чем-то говорить. А сейчас пока что, только идет эскалация все больше и больше. И именно поэтому, Александр, я не просто разделяю ваш пессимизм, да, что вторая, третья серия. Именно поэтому моя гипотеза, что до 2050 года нам так или иначе предстоит подобного типа конфликта не только на Украине, у нас еще Закавказье, у нас еще нездоровые процессы проходят и в Средней Азии, и в Казахстане. Очень нездоровые. Посмотрите, а там же фактор того же Афганистана, фактор войны. Смотрите, как Алиев. Он же прямо отполз от войны с Ираном. Еще чуть-чуть, и его территория тоже была бы признана законной целью. Вот в самом начале ему же какие были претензии? Убери агентов Моссада. Да. То есть еще чуть-чуть, и по Баку могли бы лететь в том числе шахеды, да? Значит, Поэтому... в прямом эфире, друзья, будем переходить к вашим вопросам. Это прям очень интересно, конечно. СБУ заявляет об очередном спасении Стерненко. Сообщается, что группа, состоявшая из более чем 10 подозреваемых, готовила серию убийств по Украине, в том числе советника министра обороны Стерненко, россиянина Илью Богданова с 2014 года, который воюет за Украину. Все подозреваемые задержаны. Киллер, оказавший вооруженное сопротивление при задержании, убит. Координировал действия подозреваемых судебный эксперт из Полтавы, который передавал всю информацию в Российскую Федерацию. Какие страсти, представляете? В общем, все серьезно. Внутривидовая борьба – это самая страшная борьба. Там же просто люди, которые на этом биореакторе зарабатывают, они не просто стали сверхбогатыми. Еще же есть, так сказать, окружение и исполнители, которые знают, где они в том числе скирдуют свое бабло, да? Но им ничего не досталось. И это, конечно, все как в фильмах и в книжках про бандитов. Аллах на связи прямо сейчас. Семен Сергеевич, приветствую вас. Да, друзья. Здравствуйте, уважаемые зрители. Александр, приветствую. Друзья, это прямой эфир. Это означает, что максимальное общение с вами. Поэтому, если ничем не заняты в это обеденное время, то айда в комментарии. В сообществе YouTube есть у нас уже возможность. Так получилось. Никто на это не рассчитывал, но тем не менее, собственно, какие будут новые вот эти условия, спрашивают, да? Значит, последнее место — остановка мобилизации, распуск ТЦК, дальше смена Зеленского, выборы в России, коридор до Приднестровья, и большинство, конечно, это отступление из Херсона и Запорожья. Вот так думают люди. То есть абсолютно понятный, территориальный. Следующий будет шаг условий. Поддерживайте. Я соглашусь, и я добавлю, что точкой катарсиса потенциального в кризисе пост-Украины будет либо окружение, либо сдача
Ну, что-то такое масштабное с каким-то из городов. Это, скорее всего, будет либо Харьков, либо Сумы, либо какая-то часть левобережная Запорожья или Днепропетровска. Но когда это произойдет, как это, только гадать можно. Так, поехали. Режим Блиц. Пожалуйста, ваши вопросы. Спасибо большое за то, что их оставляете. Семен Сергеевич, как бы не ограничиваю, но чтобы больше успеть сегодня. Давайте. По времени имеется в виду, не ограничиваю вас, но тем не менее. Поехали. Вопрос. В России усилились аресты и посадки коррупционеров. Скажите, это очередной виток войны башен Кремля за финансовые потоки и за транзит верховной власти? Или система действительно опомнилась и начала самоочищаться по причине инстинкта самосохранения? Надо все поменять, чтобы все осталось по-прежнему. Ну, я думаю, что это результат, так сказать, отданным приказам ФАС. Ну, они были отданы где-то там года полтора-два назад. Ну, вот это результат. В России надо жить долго, ну и плюс процессы такие, они же пока собирается фактическая база, там оперативные материалы превращаются в материалы обвинительные. То есть это же не сразу происходит. Но самыми яркими персонажами, ну вот как Тимур Иванов, да, и с ними быстро начали, так сказать, вот, расправляться вот, и разбираться. Ну вот дошли уже до Цаликова. Это был первый замминистра обороны. Плюс, допустим, в том же Краснодарском крае, я так понимаю, у нас целую грибницу вскрыли. Я просто тогда не жил на Кубани. Вот, для меня ни о чем эти фамилии всесильных там, министров, там, замминистров, еще каких-то начальников ни о чем не говорят. Но судя по тому, что рассказывают местные, то это, так сказать, ну вот я специально этот образ грибница, да, вы же помните, там расходятся подземные корни очень-очень далеко. Так, Татьяна спрашивает, как бы вы сравнили действия России и Ирана в плане отстаивания национальных интересов и непримиримости к компромиссам и договорникам? Ну, мне, безусловно, позиция Ирана ближе. Я тоже считаю, что с желтыми собаками договориться не о чем. Мне очень нравится, что они позиционируют свою оппонентов как коалицию Эпштейна. Израиль они маркируют как сионистское образование. Это тоже мне очень симпатично, потому что никакого антисемитизма в этом нет. Да? Антисионизм не надо путать какой-то ненависти к евреям. Или вот... Ну, они же пытаются, типа, ах, ты сионистов считаешь фашистами, значит, ты антисемит. Нет. И в Иране это активно подчеркивают. Поэтому, с моей точки зрения, позиция Ирана более четкая, позиция Ирана более понятная, в том числе всем в мире. И именно поэтому сейчас Иран переигрывает. Он работает на контрах, у него же нет таких возможностей, излучателей, пропаганды, ломов и всего остального. Он вынужден играть от чужой подачи, да, то есть он отыгрывает. Но отыгрывает он в когнитивной войне пока очень четко, его авторитет повышается. Но сравнивать с российской позицией не очень корректно. Почему? Потому что в Иране все-таки почти 50-летняя история этого нахождения. Под санкциями, выживание, ряд войн, которые спровоцировали те же американцы. Например, Ирано-Иракская война. Потом сколько на них перло террористов из Афганистана. Вот, там же они же граничат на востоке как раз с Афганом. Поэтому в России, с моей точки зрения, еще, так сказать, не установился внутренний консенсус среди правящих элит о том, что можно или нельзя, в принципе, договориться о чем-то с этими бледнолицами братьями. Они же с их предводителем желтой собакой, как нынче пишут иранские СМИ. Да. Вот в этом разница. А в как Иране самоопределились. Нечестивый президент США. Добрый день, Сергей пишет вам. Спасибо за ваши эфиры. Семен Сергеевич, часто советуете интересные книги. Хотел бы Алаверды в ответ посоветовать трилогию Владимира Кузьменко «Древо жизни», которая хоть и опубликована в 91 году, но сейчас будет очень актуальна. Сергей, спасибо за то, что смотрите и книжками обмениваетесь. Это очень приятно. Как говорит
Семен Сергеевич, для чистоты понимания. Да, значит, Да, и еще добавлю, не только для чистоты понимания, а для профилактики безумия, потому что пропаганда и маркетинг нас сводят с ума. А книга позволяет замедлить мышление, да, потому что заставляет нас концентрироваться на длинных сюжетах. Да. Нас же хотят загнать в рилсы, в ТикТоке, чтобы мы сошли с ума от бесконечного просмотра 30-секундных роликов. Надо с этим бороться, так что спасибо и за рекомендации, и, так сказать, прочитал, передай другому. Семен, ваш тезка, пишет: в притчах о талантах говорится, что имеющему дастся и приумножится, а у не имеющего и последнее отнимется. У США всего полно. Значит ли, что у них приумножится? Ну, это закон еще и капитализма. Вот. Мы видим, что монополии только богатеют, а бедные только беднеют. И чем глубже кризис, тем эти процессы более ярко выражены. Но это, кстати, у нас проявляется. Сейчас опять список Forbes обновили. Ну, в общем-то, у всех плюс пара, так сказать, ярдов. Вот. А общество, ну, структура потребления, то есть надо же смотреть на то, сколько в процентах вы тратите на еду, ЖКХ, ну, необходимое, да, и сколько у вас остается на развитие и себя. Ну, вот структура меняется не в самую лучшую сторону. Добрый вечер хорошим людям. Вчера от Щелина прозвучали такие слова: «Наше примирение возможно через покаяние». Разве это не продемонстрировало министр Японии великодушие, сознательность, покаяние? Тогда почему этот жест вызвал такое непонимание? Спасибо. Все-таки не моя профдеформация, да. Ну, покаяние – это же процесс, если он возможен, он взаимный, правильно? Ну, то есть покаяние со стороны США за бомбежку Хиросимы и Нагасаки, ну, как-то не видать. Поэтому я не знаю, насколько возможно устроить покаяние на уровне государства. С моей точки зрения, это характеристика скорее личностная. Да? Ну, то есть кто-то персонально может сделать этот процесс. А на уровне государства или общества это нужно говорить все-таки какого-то типа госполитики. Вот. Ну, какая она должна быть для этого? С моей точки зрения, тут внутри себя надо провести работу. Тут, конечно, товарищ Щелин прав. Да? Но о госполитике, тут скорее политика унижения, да, в отношении Японии. Ольга рвет и мечет, спрашивает: кто ваши родители? Как они вырастили, воспитали такого умного, глубокого человека? Респект родителям, и тоже хочу таких детей вырастить. Смеется сердечко. Ну, такой очень дамский такой комментарий. Ну, как? Я же, по-моему, рассказывал, что по одной линии я сибиряк. Вот у меня отец из Тобольска, мама из Барнаула. Отец был военный ученый, инженер в системе ВПК. Мама инженер-строитель мостов. Вот. Ну, а по другой линии я оккупант. Вот. Почему я вырос на Западенщине. Там предков, которые в большей степени белорусские, отправили сначала в 1939 году строить советскую власть на Западенщину. Он тогда еще был городом Станиславовым. Я, кстати, жду не дождусь, когда переименование до Ивано-Франковска доберется. Вот почему вы так часто Франко цитируете в наших эфирах. Это ж не гораст. Ну как это? Это ж Сталин, причем это известный факт. Сталин настаивал на том, что, во-первых, надо переименовать, и в том числе предлагал именно Ивано-Франковск, потому что варианты были разные. Да? Поэтому вот это вторая, так сказать, линия. Ну, если вкратце, то если вам вдруг интересно, ну, такой вопрос интересный, в сети есть в том числе там, бесплатно, если что, я раздаю воспоминания моего отца. Вот интересно, я пришлю почитать. Он почти 15 лет писал. Вот, называется «Неоконченная повесть о жизни». Дошел только до 1978 года. Ну, в общем, я делюсь, если будет интересно вдруг. Да, переходите на Семена, подписывайтесь, интересуйтесь.
В мессенджерах, давайте я так буду выражаться, в мессенджерах. Вопрос, чем отличается зов крови от зова сердца? И вы за какой зов? Я вообще противник концепции вот этой вот крови. Я считаю, что она рано или поздно может привести к фашизму, расизму, ну, в худшим формам. Потому что кровь можно проследить только персонально, своего рода, да, зная именно родственников. Но, как показывает опыт, что даже дальше там, седьмого колена узнать очень-очень сложно. Вот. А зов сердца – это, ну, в общем-то, категория, которая должна быть свойственна, мне кажется, каждому, ну, человеку, который часть человеком считает, а не зверем в обществе. Вот. Так что, а дальше каждый уже идет, кто из мировоззрения, кто из веры, кто из идеологических убеждений, ну, а кто в культуре черпает для себя понимание. Я вот, например, для зова сердца рекомендую всем слушать Владимира Семеновича Высоцкого. Именно внимательно слушать. Вот, например, там «Я не люблю», да, вот эта песня про зов сердца. Что у вас должно заставлять сердце, так сказать, биться? Например, там реакция на чувство несправедливости, да? Ну, вот, например, Фидель говорил о том, что это вот самое главное качество. Острая реакция на любую несправедливость. Да? И вот в этом смысле черпать нам есть откуда, благо нам наши предки. Пушкина надо обязательно читать. Ну, например, «Капитанская дочка». Помните эпиграф, да, какой? «Береги честь с молоду». Да? И вся книга о том, как не стать скотиной, да, то есть там же есть Швабрин, который стал скотиной, и главный герой всех предал, всех продал, вот, а главный герой, в общем-то, вроде боролся с Емельяном Пугачевым, но тот его не просто пощадил, а потому что тот сохранил в себе человеческое, и, в общем-то, весь Пушкин это как раз о зове сердца, вот, поэтому нам хватает чему учиться и где учиться. Да, это точно. Значит, следующий вопрос. Петр Семен. Россия свои действия на Украине назвала показом настоящей декоммунизации. Как можно назвать действия Ирана против Ирана на Ближнем Востоке? Де-шейх-султанизация? Ну, они же, как это, деаятолизация, если вот проводить аналогии. То есть они считают, что Иран держится на аятоллах. Да? Ну, вот. Но, как показал опыт, что там много системных элементов, где аятолла это вроде как, ну, вот если проводить аналогии у нас, помните, у нас же все были секретари в Советском Союзе. Ну, просто один был генеральный секретарь. Но это же именно такая модель и с аятоллами. Ну, хорошо, вы выщелкните второго секретаря. Ну, ничего, четвертый секретарь станет вторым. Вот. А тот, кто был там членом политбюро, станет секретарем политбюро. Угу. Поэтому это модель, где много скамеек запасных, но это можно сравнивать, ну, с футболом. Да? Мы же помним, что у каждой команды, вот, я думаю, Александру будет близка эта метафора, есть мало того, что большая скамейка запасных, есть еще второй состав, а у правильной футбольной команды еще есть детско-юношеская спортивная школа, где готовят кандидатов и во второй состав, и в запасных. Да? И в этом смысле система власти, она вот такая же. Они просчитались, они не поняли, что это идиократия. Поэтому деаятолизация не случилась. Вопрос Семену, как знатоку менталитета двух народов. То, что Украина унижается и присмыкается перед белыми господами, это понятно, но ничего, в последнее время Россия ведет себя так же, если не хуже. Это кто-то в Кремле забил на все происходящее или очень глубокая, далеко идущая многоходовочка прикинуться шлангом, чтобы потом нанести решающий удар? Ну, смотрите, давайте рамку еще больше расширим. А где на постсоветском пространстве не, так сказать, прогибаются, ну, тут разные формы. Кто-то присмыкается, кто-то прогибается, кто-то выказывает огромную вежливость, кто-то бежит впереди, так сказать, планеты всей. Все. Ну, посмотрите на недавний визит в Минск представителей Трампа. Вот. Посмотрите, как себя Токаев вел на вот этой
пиздилочной, вот, не хочу Советом мира его называть, там пиздилери собрались. Вот наш один из ближайших союзников премию собрался учреждать в интересах Трампа, понимаете? Это наша общая, я ее называю культурной контузией. Это именно контузия, которую мы получили в 89-90 году. Она в художественной форме отражена, конечно, в гениальном фильме, недавно ушедшего от нас, режиссера Владимира Меньшова «Ширли Мырли». Он как раз снят в разгар вот этого безумия. Да? Вот. Это да, то есть это была наша главная идея. Вот. Это найти такой супералмаз, вот, который продать, и потом всем вместе сбежать, куда они там, я не помню, на Гавайи или в Майами летели, я не помню. Ну, куда-то, да, это же даже финальная сцена прекрасного фильма. Поэтому пересмотрите этот фарс, вот, и поймете, что мы во многом до сих пор находимся внутри этой культурной парадигмы. К сожалению, мы были глубоко самоколонизированы глубочайшим образом. И только недавно начался процесс, даже, я бы сказал, еще не выздоровления, возвращения в сознание, ну, то есть и осознание этого факта. Но я очень надеюсь, что в таких случаях всегда обязательно и государству, и обществу нужны зеркала. Я считаю, что для нас есть такие зеркала. Это Северная Корея, это Китай, вот. Это во многом тот же Иран. Но есть и малые зеркала, в которые обязательно нужно смотреться, чтобы увидеть, ну, как маленькие регионы могут быть даже больше России, чем сама Россия. Это, например, Приднестровье или еще очень моя любимая республика Южная Осетия. Вот. Я многократно бывал, кто если вдруг смотрит из Цхинвала, а если еще кто-нибудь из Квайсы, из Ленингора, отдельный привет. Это малюсенькая республика, малюсенькая, вот, но где всегда сохранялась идентичность. И вопреки всему вообще, вы знаете, на всех центральных, ну, во всех городах, там немного городов, вот, центральная улица всегда улица Сталина. Вот так вот, понимаете? Да, И значит, плевать было вообще на все и на вся. Нина спрашивает, а где бабки, которые Трамп по миллиарду с лохов на газу собрал? Че там, процветает Палестина? Ну, я думаю, что поля расширились у него на даче, гольф-поля, поэтому прикупил еще пару гектаров. Арку надо строить вот эту. А Да, смотри, да. какой бальный Мячики зал. дорогие нынче для гольфа. Да, бальный зал там еще. Как-то так. Семен Уралов был моим собеседником сегодня. Я очень благодарен за время и мысли. Спасибо, да пребудет со всеми чистота понимания. Друзья, спасибо, что присоединились к нашему прямому эфиру, живому разговору. Очень благодарен за лайк, который вы поставьте, если еще не поставили, прямо сейчас. Ну и, конечно, берегите себя и друг друга в это непростое время. Добра и света.